Американские удары по судам в Карибском море, объявленным целями в рамках борьбы с наркоторговлей, стали одним из самых обсуждаемых событий последних недель. По данным Министерства обороны США, операция началась по личному распоряжению президента Дональда Трампа и проводится в сотрудничестве с военно-морскими силами и авиацией. Первая атака, по словам министра войны Пита Хексета, была направлена против судна, принадлежащего группировке Трен де Арагуа, которую в Вашингтоне признали террористической организацией, замешанной в контрабанде наркотиков в Карибском море. В результате удара погибло 6 человек. С тех пор кампания приобрела системный характер. Всего за несколько дней ВВС США уничтожили 9 кораблей, а география боевых действий распространилась с Карибского бассейна до восточной части Тихого океана. По официальным данным, погибло не менее 37 человек. Президент Трамп публично заявил, что эти удары являются частью глобальной войны с наркотиками, которая, по его словам, ежегодно уносит до 300 тысяч американских жизней. По утверждению Белого дома, военная операция уже позволила предотвратить гибель десятков тысяч людей, сократив морские маршруты поставок наркотиков в США. Трамп подчеркнул, что страна готова действовать решительно, не дожидаясь одобрения Конгресса. Более того, он прямо заявил, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в США, будут уничтожены, а не судимы, тем самым закрепив силовую стратегию как основу внутренней и внешней политики своей администрации. Вместе с тем, действия Вашингтона вызвали волну критики внутри страны и за ее пределами. Президент Колумбии Густаво Петро, известный своими левыми взглядами, обвинил США в нарушении международного права и назвал атаки убийствами без суда и следствия. Он подчеркнул, что среди погибших могли быть гражданские лица, а не участники картелей. Вашингтон в ответ заявил, что операции были направлены исключительно против подтвержденных целей. В свою очередь, отвечая на вопрос журналиста, Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем. Юридическое обоснование кампании кроется в президентских указах, подписанных Трампом ранее. Они приравнивают латиноамериканские наркокартели к террористическим организациям. Этот шаг фактически открыл возможность применения военной силы без санкций Конгресса и без формального объявления войны. Однако для многих экспертов подобная правовая конструкция выглядит крайне спорной. Ведь если государство признает террористами негосударственные группировки на территории других стран, то фактически оно берет на себя право наносить удары там, где захочет, не считаясь с суверенитетом других государств. Политические аналитики указывают, что нынешняя операция может иметь двойную цель – не только борьбу с наркотрафиком, но и давление на правительство Венесуэлы, которая в последние годы выстраивает союзнические отношения с Россией, Китаем и Ираном. Несмотря на то, что сама Венесуэла не является крупнейшим производителем наркотиков в регионе и играет лишь роль транзитного узла, именно против нее концентрируются американские обвинения. The New York Times отмечает, что официальных данных о связи Каракаса с наркотиками нет, однако Белый дом официально заявил, что страна представляет собой наркогосударство и не исключает возможность военного вмешательства. В то же время издание The American Conservative обращает внимание, что в Вашингтоне вновь усилили свое влияние политики, выступающие за жесткий курс против латиноамериканских режимов. В то же время госсекретарь Марко Рубио, известный своей критикой Венесуэлы, выступает за возможность военной операции, утверждая, что режим Мадуро опирается на доходы от наркотиков и поддержку некоторых иностранных режимов. Демократическая оппозиция в самой Венесуэле, напротив, предупреждает, что подобное вмешательство приведет не к смене власти, а к хаосу и разрушению центрального управления. Трамп хочет победы сейчас, но не понимает, что после падения Мадуро страну могут захватить картели и начнется гражданская война, цитирует источник одного из оппозиционных лидеров. Исторический опыт Колумбии, Перу и Мексики показывает, что разрушение слабых, но централизованных режимов часто ведет к вспышке насилия и потере контроля над целыми регионами. Когда государственные структуры ослабевают, их место занимают вооруженные группировки, которым уже нечего терять.
В результате возникают зоны, где не действуют законы, а власть принадлежит тем, у кого есть оружие и деньги. Именно поэтому многие южноамериканские эксперты предупреждают, что падение Мадуро может открыть путь к новому балканскому сценарию в Латинской Америке. На фоне этих событий Венесуэла объявила о приведении в боевую готовность своей системы ПВО, в которую входят российские комплексы С-125 и иранские ракеты Бавар-373. Президент Николас Мадуро заявил, что страна готова к отражению возможных атак. Почти одновременно в регионе начались масштабные военные учения США у берегов Венесуэлы, а министр войны Пит Хексет распорядился направить туда авианосную ударную группу во главе с Джеральд Форд. Американские СМИ сообщают, что Трамп уже провел заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждались варианты прямого вмешательства, включая ограниченные наземные операции. На этом фоне Венесуэла продолжает укреплять связи с Россией. 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Каракасом. Документ вступил в силу немедленно и символизировал окончательное оформление союза, который вызывает беспокойство в Вашингтоне. По мнению аналитиков, это соглашение не только усиливает политическое взаимодействие, но и создает потенциальную основу для совместных военных и экономических инициатив в регионе. Все это происходит на фоне растущей конкуренции между мировыми центрами силы. США стремятся вернуть контроль над западным полушарием, считая Латинскую Америку зоной своих традиционных интересов. Россия и Китай, напротив, пытаются укрепить свое присутствие в регионе, предлагая экономическую и военную поддержку правительствам, которые чувствуют давление со стороны Вашингтона. В результате Латинская Америка превращается в арену нового геополитического противостояния, где каждая сторона стремится расширить влияние под предлогом защиты своих интересов. События в Карибском море и вокруг Венесуэлы нельзя рассматривать изолированно. Они отражают более широкий процесс трансформации мирового порядка, когда старые механизмы сдерживания уже не работают, а новые правила еще не установлены. В этом контексте война с наркотиками становится не столько борьбой за безопасность, сколько инструментом для демонстрации силы, давления и контроля над регионами. США показывают, что готовы действовать самостоятельно, без международных мандатов. Венесуэла же, укрепляя связи с Москвой, Тегераном и Пекином, демонстрирует, что не намерена подчиняться внешнему диктату. На первый взгляд происходящее напоминает очередной эпизод из истории противостояния великих держав. Но на самом деле это не просто борьба за влияние. Это процесс перезагрузки всей системы международных отношений. Каждый центр силы пытается взять под контроль то, что еще можно удержать. И если ситуация продолжит развиваться в нынешнем направлении, то регион, некогда считавшийся периферийным, может превратиться в один из главных очагов глобальной напряженности. Пока Трамп говорит о спасении американцев от наркотиков, его противники предупреждают: под лозунгами борьбы с наркокартелями может скрываться новая форма внешнеполитического вмешательства, где оружие и военные решения вновь становятся главным инструментом международной политики. Мир вступает в эпоху, когда каждая сила стремится не к стабильности, а к расширению своих пределов. И на фоне этого противостояния Карибское море становится не просто ареной операции против контрабандистов, а символом того, как меняется сама логика глобальной власти. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные мировые новости.